Живет бедняжка у дороги еще с января. Хозяева ее выгнали из дома, сделав выбор в пользу новой породистой собаки, овчарки, которой не понравилась соседка по дому. Она постоянно обижала старушку. Тогда они решили избавиться от собачки, считая ее уже старой и никчемной. И теперь несчастное животное сидит постоянно у трассы, смотря на свой дом издалека, но туда не идет, так как знает, что все равно прогонят. Наталья, приехавшая на то место, где каждый день выживает бедная собачка, уходила оттуда с тяжестью на сердце, ведь не могла ее забрать с собой. Однако она все никак не выходила из головы. Тогда Наталья написала мне: «Когда я увидела Соню, то больше не было мне покоя. Сердце сжималось от боли, ведь она такая маленькая, беззащитная и совсем одна. Как можно было ее выгнать на старости лет на мороз, туда, где все время ездят машины и нет ни одного шанса, чтобы выжить? Как бы они в пожилом возрасте отнеслись к тому, что не могут прийти в дом, который когда-то был их, и только им можно смотреть на него издалека?» Я попросила Наталью вернуться, забрать собачку, отвезти сначала ее к ветеринару на осмотр, а после уже передать нам. Просто стыдно становится за свой вид, ведь ни у кого за столько времени не нашлось немного места для такой крохи, которая весит всего 5 килограмм. А ведь кругом стоят большие частные дома. Куда же катится этот мир? С хозяевами все ясно, но остальные жители, вы же видели собачку там все время. И никто из них не подумал о том, чтобы помочь несчастному животному. А ведь ей нужна была и помощь ветеринара. Наталья смогла забрать Соню уже через час. Вела себя собачка спокойно и умиротворенно, даже чересчур. Сидела очень тихо на руках и с интересом рассматривала клинику, ожидая своей очереди. Просто золото, а не собака. Вела себя как мышка, доверившись полностью людям. А в конце она даже начала улыбаться. Соня – настоящий ангел, очень добрая и тихая собачка. Она по-своему своеобразная, но очень милая и приятная в общении, что невозможно в нее не влюбиться. На осмотре не было выявлено никаких серьезных проблем со здоровьем, но все же небольшие есть. С глазом дела обстоят нехорошо, а остальное обработали и отпустили. На данный момент Соня живет в гостинице для животных. Так как она очень скромная и не видела лучшей жизни, то ценит то, что у нее есть, радуется еде, своей новой будке, но все же ей очень одиноко, смотря на мир одним глазом, сквозь прутья вольера, и прислушиваясь к шагам, надеясь, что это за ней.